Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и те, кто, быть может, совершенно случайно заглянул на канал Таро Испирационе. Таро-расклад. Таро-расклад на судьбу, Таро на будущее, без определенного вопроса. У меня есть такие расклады, и вот давайте мы сделаем еще один, потому что меня смотрят разные люди, и вы сейчас находитесь в разных странах. И у каждого, понятно, сейчас какая-то своя, может быть, есть или боевая точка, или, может быть, наоборот, как-то вы уже на обгон выруливаете. Когда мы приходим на расклады, явно каждый из нас ищет какие-то ответы или пытается побеседовать с собственной душой. И когда мы смотрим Таро, прогнозы, расклады, все равно каждый из нас думает о чем-то своем. И, наверное, мы, люди, так устроены, психика просто расслабляется, и мы можем услышать вот какой-то свой собственный альфа-ритм. И вот давайте сделаем такой расклад Таро на будущее, предсказания на судьбу, что нам раскроют карты. И мы не будем как сигнификацию делать, но мы все же на колоде оракула цыганского, это оракул Сибила, мы раскроем последовательность, что в вашей жизни происходит именно сейчас. Потому что все равно какая-то точка отчета должна у нас быть, правда? Или как с чем вы уже столкнулись. Что как событие, вот то, что происходит, или какие вопросы вам приходится сейчас решать. А возможно, для кого-то тема, которая покоя не дает. Ну, вот давайте переложим, чтобы сориентироваться, насколько этот расклад подходит вам. Но просто смотрим. Смотрим, анализируем, вместе размышляем и допускаем развитие альтернативных вариантов событий. Итак, так что же в вашей жизни сейчас происходит? Ну вот у нас тут влюбленный. Может быть, это кто-то влюблен в вас. Все же карта может, конечно, говорить о том, что если меня смотрят мужчины, возможно, это и вы влюблены в кого-то. Но, видимо, пока еще есть тысяча неопределенностей. Нам не говорит карта, что вам отвечают взаимностью или наоборот, не отвечают. Есть какая-то история любви. Мои дорогие девочки, может быть, это олицетворяет какого-то конкретного человека, который вам говорит или говорил о любви. Может быть, и уже была какая-то история, и уже вы поставили под сомнение все слова. Но, тем не менее, может, человек либо вернулся, либо продолжает говорить. Ну, давайте пойдем дальше. Одним словом, любовь, она, по крайней мере, была. А было вообще-то это ищущее удовольствие, так и называется карта. Вот этот оракул, он очень интересный. С одной стороны, такой конкретный, в некоторых позициях, я бы сказала, даже жесткий, потому что создавались эти карты, колода карт очень давно, и она не менялась ни в изображениях, ни в значениях прописанных. Но, если меня смотрят девочки, девушки, женщины, явно была какая-то, может быть, история. Нам не говорят об искренних чувствах там, а это состояние влюбленности, вот просто, да. Но это или вы думаете, или, может быть, вы сомневаетесь, что это человек вот просто искал удовольствия, или словно чья-то игра, или, может быть, как развлечение. Может быть, я не отрицаю, как кто-то из вас может ощущать себя игрушкой в чужих руках, потому что человек ищет удовольствие, как будто компания. Или состоялось знакомство, кстати, недавно, и вы пока не знаете, как относиться к этому человеку. Может быть, само по себе знакомство состоялось в какой-то компании, или это какие-то увеселительные мероприятия, вроде как ни о чем серьезном. Правда, тут какой-то праздник. На празднике вы могли познакомиться с человеком. Или, может быть, это был период жизни, недавно совсем, когда вы оказались в обществе конкретного человека, и все было, в принципе, как времяпрепровождение шикарно. Или, может быть, были еще какие-то контакты, или человек вас мог с кем-то знакомить, со своими друзьями, ну, кто знает, может быть, и с родственниками. Нам ведь не говорят, просто праздник. За столом понятно, что кто собирается, когда праздник. Ну, могут и люди разные. Нам ведь тоже не говорят, семья это или еще что-то. Может быть, это и какая-то общность людей, как коллектив, да, по работе. Но все же, это
все равно ограниченное количество людей, которые уже знакомы чаще всего. Или во время праздника где-то. Вот какой-то сейчас у вас, с одной стороны, все вроде бы прекрасно, правда? Но или удовольствий слишком много, мои дорогие, ну правда, и влюбленный, и ищущий удовольствие, и карта праздника. Это, знаете, какое-то приподнятое настроение. Это вы можете сейчас чувствовать, что, может быть, это долгий период какого-то застоя у вас был, а сейчас внутреннее ощущение, что, ну да, новые люди входят в вашу жизнь, какие-то новые знакомства. Вы смотрите расклад именно потому, что пытаетесь просчитать какую-то ситуацию. Может быть, и такая жизненная коллизия. Но вот четвертая карта у нас выпадает врач. То есть, я так могу предположить, кто сегодня пришел на расклад, мои дорогие, вам не хочется ошибиться, словно ну, может быть втянутым еще в какие-то больные отношения или сложные отношения. Как будто вам быстрее хочется выздороветь. Ну, буквально так. И раньше все было прекрасно, может быть, и сейчас кто-то тоже транслирует все прекрасно. Но все-таки я не могу сказать, что это надежная ситуация. Скорее всего, где-то на грани ваших ощущений, мои дорогие. Вы либо кому-то конкретно не верите, либо допускаете, что это чья-то игра. И вроде бы и предъявить-то нечего, да, потому что все как бы строилось, ну, или на веселье, или на приятном времяпрепровождении, или знакомство было какое-то случайно. И было очень много какого-то либо восторга, либо, ну, радости, по крайней мере. Но она была, это точно. Но вот теперь мы видим карту врач, и называется «Старая дама». Имеется в виду дама, та, которая уже имеет опыт. Точно, вот кто сегодня смотрит, это правда была какая-то прежняя история, и, может быть, общение нам не говорят, может быть, оно и продолжается, может быть, эпизодически где-то продолжается, но вы уже сами где-то понимаете, что это не может продолжаться долго, либо вы не верите конкретному человеку. Почему? Опять же, потому что врач. Мы называем больными отношениями именно те отношения, которые нам не дают ни точки опоры, не человек, может быть, нас не способен вдохновить. Скорее, это вы кого-то вдохновить способны, я бы сказала так. Ну, хорошо. А кто поможет вам? Или кто вдохновит вас? Ну, какая-то взаимодача должна быть. А здесь нет. Ну, приятное время провели, да? Вроде есть что вспомнить, и все. Дальше как будто ничего не развивается. И явно есть какой-то опыт, куда вы снова не хотите попасть. И карта верности. Может быть, это вы смотрите видео, потому что явно первая карта влюбленной. Какая-то история любви. Я могу предположить, что те, кто пришли сегодня на этот расклад, хотели бы обустроить более конкретно свою личную жизнь. Карта ребенок. Может быть, это еще и вопрос, который касается с вашими детьми, ваших детей, может быть, и взрослых детей. Может быть, это, я допускаю, была даже семья, потому что опыт мы с вами говорим. Но тогда мне не совсем понятно, почему вот такая палитра, именно разнообразная в плане, ну, как времяпрепровождения, как чего-то ненадежного. Вот все три карты, да, то есть никакой конкретики. А после этого нам говорят о том, что после этого веселья еще и надо как-то выздороветь, как будто так. Или выздороветь после этих отношений. Но уже какой-то опыт, скорее всего, был и еще и до этого. Или были какие-то предпосылки, как звоночки такие тихие, что... Ну нет, наверное, этот праздник здорово, в принципе. Но как-то либо праздник затянулся, либо фальшь какая-то затянулась. Может быть и так. И вы сейчас, скорее всего, думаете, с одной стороны есть опыт, с другой стороны хотелось бы верности. Может быть и есть какие-то люди доверительные в вашем окружении, которые еще и дают советы. Я такое тоже могу предположить. Может быть, вы с кем-то обсуждаете свою ситуацию, и вы словно на распутье. Кому доверять? А вот интересно, правда, для тех из вас, кто сейчас вот эта развилка жизненная, давайте достанем еще несколько карт.
Здесь какие-то подарки, может быть, даже были, или участие человека в вашей жизни. Все-таки здесь могли быть и просто какие-то, как финансовая помощь или помощь в решении вопросов. Тоже можем отчасти свести к этому подарку. То есть, ну, не просто нам про чувства, а явно э, какая-то история, которая более материальная, скажем так. Ну, вот конкретно карта «Жена». У кого-то это была та история, которая, увы, завершилась, может быть и так. И завершилась, хоть нам и не говорят, но могу предположить, когда семья распалась. Но она распалась не из-за силы непреодолимых внешних событий, а она распалась из-за желания человека. Может быть, мои дорогие, кто смотрит, и вы были инициатором того, что прежние отношения закончились. Явно там, может быть, была какая-то брешь, или явно вас что-то не устраивало, потому что когда у нас все хорошо, мы не идем куда-то, правда, искать. Хотя любовь идет под разными флагами. Иногда мы совершенно случайно ни о чем подобном не думаем и встречаем того человека, который магнетизирует словно нас. Но, видимо, все равно наступает, как мы очнулись вроде как, да, после сна, и начинаем думать, так кому доверять? Тут как будто есть, с одной стороны, элемент недоверия, с другой стороны, есть вопрос или что-то надежное, стабильное. А посередине это вы и ваш опыт. Вот, и вроде как нужно сделать какие-то выводы. Что же это еще? Ну, тут все нам карты говорят о том, что, кстати, для кого-то из вас могло быть знакомство, действительно, когда вы находились в компании достаточно таких, ну, надежных людей. Или солидная компания, мы говорим. Или люди при власти, при деньгах, при, может быть, даже какая-то семья крепкая. Может быть, вас пытались познакомить, кстати. И вроде бы и именно в какой-то общности это состоялось знакомство. Но сказать, что вот что-то прямо будет так вот продолжаться, или есть вот какой-то вопрос, ведь нам непонятно, почему карта «Врач». Это то, что, о чем вы сейчас можете думать. Слишком много радости, вот как будто так. Вот интересно, вы можете тоже кому-то не доверять, потому что, ну, прежний опыт вам как будто не дает или останавливает. Потому что есть какие-то моменты, которые, да, складывается все вроде бы неплохо. Хотя я могу допустить, что, к примеру, у кого-то из вас это контакты, да, вот возлюбленный. А здесь нам и жена, и дворянин буквально прописан. У кого-то обратная история, когда вы познакомились с человеком, если меня смотрят девушки, а он женат, а у него семья, а у него там дети. И что-то мы, может быть, были, как обещания, может быть, человек даже где-то помогал. А в итоге это закончилось какой-то больной ситуацией. Вот, кстати, я такое допускаю. И человек совершенно не готов оставлять как будто свою семью, своих детей. Может быть, он и с вами еще продолжает какие-то контакты. Тут вот все, кстати, карты или больше даже они говорят о любовном треугольнике. Может быть, и с вами уже в последующем человек откровенно рассказал, то есть был честен, что да, есть у меня мои близкие в виде детей, в виде жены, моей семьи. Ну и, к примеру, я с тобой тоже хочу продолжать отношения. А вы теперь думаете, у кого-то и такая история. Может быть, это вообще вопрос еще не просто любовный треугольник, а еще и раздел имущества, мои дорогие, правда? Я такое могу предположить. И может быть, то, что было обещано, у нас вроде вверху собака, и это карта верности. А внизу у нас выпадает, то есть это ближе к сегодняшнему дню, вот этот ряд карт. Здесь у нас высокомерие. И может быть, вот посмотрите, может быть, у человека этого как-то изменилась судьба, на кого вы или гадаете, или смотрите, или о котором вы сейчас думаете. У него сейчас все хорошо, а у вас как будто больная ситуация. Вы один на один со своим опытом, вот с тем, что было обещано, или на что вы просто, может быть, даже рассчитывали. Тут мы все разные. И вы ищете правду и истину. Или как вам вообще поступить.
Вот интересно. Мне хочется сдвинуть немножко повыше и достать карты Таро. Неоднозначное. Вот. Но есть какой-то либо спорный момент, либо есть какая-то ненадежная ситуация, отношения. Давайте немножко, если мы говорим события будущего. Переложите эти карты, насколько это откликается. То есть, если мы говорим о статусе на сегодняшний день, вроде бы как, я не могу сказать, что вы остались буквально без средств к существованию. Все же какая-то финансовая основа, ну, понятно, у каждого по-своему. Свое понимание об объеме, денег много не бывает, прямо скажем. Почему-то говорю, потому что подарок все-таки, да, то есть какая-то либо взаимопомощь, либо поддержка, либо зависимая, может быть, даже ситуация. Я такое допускаю по деньгам. Но вы-то на сегодняшний день еще при деньгах, скажем так. Может быть, вы смотрите расклад, потому что есть какие-то нерешенные темы, вопросы, и вы бы хотели с этим разобраться. Давайте мы узнаем, что же вам в будущем, как предсказание судьбы, с чем вы в ближайшее будущее можете столкнуться, или какие ситуации в связи с той вот историей, которую нам рассказали, будут складываться. Карта иллюзорного успеха. Ну вот как проснуться нам все-таки придется. Конкретно так и прописано. Кстати, эта колода очень похожа на герметическую колоду Таро. Да, есть какая-то нерешенная, либо запутанная ситуация. Или человек запутал, или вы сами, где-то доверившись, запутались. Или, может быть, даже человек, вы его любите? Почему нет? Или вы видите в нем очень хорошую перспективу, пару. Вы не хотите отказываться от этих отношений. Но обе карты, как Луна, так и иллюзорный успех, говорит нам о том, что да тут все зыбко непонятно. Тут надо вот именно рассмотреть то, что в тени, то, что скрыто. Потому что вверху у нас, посмотрите, с одной стороны ищущая удовольствие, с другой стороны вполне конкретно. Карта так и называется. Жена. События будущего. Четверка пентаклей. Она может говорить о том, что сильная ревность. Или с вашей стороны не хотите терять партнера. Или со стороны партнера, который мы тоже с вами говорили. Мы ведь все разные. Тоже нет готовности что-то определиться. Может быть, вы бы и хотели. Вы уже спрашиваете. Давай мы с тобой разберемся. Какие-то разговоры на чистоту, откровенные. Но человек уходит от разговора. Мы же не можем его заставить. И неважно, кто это, мужчина или женщина. Ну, вот какую-то игру действительно человек готов продолжать. Но сказать, что в сторону откровенности и искренности, может быть, что-то и проскакивало прежде. И вам это казалось, что да, это стабильно, это так на самом деле есть. Теперь это больше, опять же, иллюзия. И по Луне мы не видим ясности. Мы только можем догадываться. Но я должна сказать, тут интуиция вам явно дает правильные подсказки. И раз вы пришли на сегодняшний расклад, то, скорее всего, вы уже какой-то альтернативный вариант рассматриваете. Ладно, ближайшее будущее, так что же будет? Ну, явно, карта называется «Владение». Вообще, это двойка жезлов. Это да, есть какой-то базис у вас уже теперь. Я не могу сказать, что тут патовая ситуация. Другой разговор. Что по двойке жезлов нет пока прогресса. Это тоже есть какой-то застой. И не вперед, и не назад. И вот поэтому вверху карта врача. Это, правда, какая-то застарелая ситуация. Это уже не одного дня, может быть, и не месяца. И вроде бы периодически, может быть, и есть какие-то контакты, но сказать, что отношения развиваются, или переходят отношения на другой уровень, или люди встречаются, оба стараются, чтобы отношения, ну, с каким-то были наполнены прогрессом. Нет. Все-таки владение туда. Это где-то земная власть. Это жажда обладания как и человеком, так и буквально руководить какой-то ситуацией. Ведь четверка пентаклей – это карта жадины. Почему и ревность часто проходит. И владение, опять же, добавляет, да, эту четверку, вот эта двойка жезлов именно в этой колоде. Я счастлив, я рад или рада этим обладать. Но это вот все равно у нас все начался
наш вот этот вот ряд с карты семерки кубков. И в этом есть какая-то, ну, тоже своеобразная ситуация выбора, причем вполне вероятно с учетом иллюзий болезненного выбора. Как будто вы еще не закончили этот этап. Но, знаете, мои дорогие, смотрите, карта заслуженного успеха. Шестерка мечей. Это мы уже так или иначе чувствуем, что какая-то ситуация, хотим мы того или нет, она подходит к концу. Может быть, для кого-то из вас была какая-то история, или это в ближайшее будущее будет тоже где-то. Это было связано с перемещением. Может быть, вы собирались куда-то даже переезжать кому-то, а здесь вам приходится все поменять. Поеду, не поеду. Или, может быть, прежде человек говорил, что я тебя жду. И даже приглашал. И уже вы даже, может быть, какие-то документы уже начали готовить. И вдруг сейчас, тем не менее, есть какой-то его величество опыт. Или дело притормаживается, или какие-то детали, или какие-то причины, может быть, вам говорят, и вы начинаете сомневаться, поэтому смотрите расклад. Может быть, человек вам говорит, это я уехал, или это я меняю что-то. Вот то, что было обещано, оно сейчас не может быть исполнено, к примеру, ремонт дома, или перемещение человека по работе, или в принципе он вам говорит, или она, может быть, даже говорит о том, что я сейчас меняю место жительства, тут у меня несколько меняются планы, и поэтому мне вроде бы как сейчас ни то ни с руки, ни то ни до того. Может быть, это и не явно вам так человек говорит, а какими-то полунамеками. Захотите ли вы увидеть вот эту правду, опять же? И если ведь, посмотрите, по сути дела, вот какие-то, если мы говорим отношения, да нет в них будущего. Да, шестерка мечей – это карта заслуженного успеха, но кто знает, мы сейчас достанем еще одну карту, может быть, она вам желает сказать, что это для тебя уже пора от прежнего берега отплыть. Так, что же будет следующей картой? Король Пентаклей. Вот подведя итог, если мы смотрим на личные отношения, вы столкнулись с тем человеком, вполне вероятно, он как собака на сене. Потому что вот эти все карты, двойка жезлов где-то, да, когда все это удерживается, владение, или четверка пентаклей и земная власть, это в первую очередь про короля пентаклей. Великий собственник, великий консерватор. С вдохновением сложновато. На что-то организовать, ну, организовать можно, но больше, наверное, это что-то такое ближе к мимолетному. Потому что так или иначе человек все равно как на круги своя возвращается. И есть что-то незыблемое, неизменное. Без этого не может жить король Пентаклей, потому что это его как прооснова. Это его суть, соль земли его, можно сказать и так. Поэтому сказать, что человек, вы можете что-то ожидать, что он сейчас все быстренько изменит. Я, по крайней мере, такого не вижу. И да, вам, скорее всего, сложно отказаться от этой истории, потому что были, наверное, все-таки с учетом карты собака, некоторые моменты в ваших отношениях, когда вы чувствовали вот некоторую защищенность, надежность в этом человеке. Или, может быть, я такое могу тоже допустить, что человек стоит на другой лестнице иерархии. И некоторые бонусы, ну или в чем-то может вам помочь. Ну, давайте будем реалистами. И такие отношения тоже бывают, когда мы понимаем ресурсность человека а свою нересурсность по некоторым вопросам, ну, вот так, если честным быть, самим собой. И мы понимаем, что, ну, где-то нам удобно это знакомство. Или эти отношения мы бы хотели продолжать. Будет там что там, не будет еще. Но вот сейчас на данный период времени есть некоторые темы, которые вам интересны. Но тогда я с учетом аркана, который называется высокомерие. У нас тут павлин буквально изображен. Ну, хвост он еще пока не распушил, но уже отвернулся. Вот где-то есть, знаете, когда человеку может быть интересно, вы как заложник можете быть в этой ситуации. Вот интересно, вы кто пришел на мой расклад? Я вот
Должна сказать, мои дорогие, я ничего подобного не предполагала, когда начинала расклад. Я где-то так думала, ну, что-то другое. Может быть, это у нас будет, потому что спасибо, вы мне написали много комментариев, когда я проводила опрос во вкладке «Сообщество». И я вижу, что многих интересует новая история. Вот я где-то так была на новую больше и настроена. Ну, мало ли на что я настроена. А карты нас уводят вообще куда-то в другое место. Потому что, когда такие арканы выпадают, то это всегда какая-то предыстория. Куда ты от нее денешься? Ну, вот сейчас, видимо, сейчас мы с вами еще достанем карты Таро и посмотрим, что же это за история такая. Ну, согласитесь, не зная карт, ну... Говорить о каком-то построении надежного будущего, если вы смотрите на конкретного человека или на какие-то конкретные обещания. Сложно. А с учетом еще и короля Пентаклей, великий консерватор, он будет до последнего держаться той политики, которую он занимал прежде. Хорошо, это такое будущее. То есть это, по сути дела, нет никакого развития. Это какая-то пауза. А вы как будто чего-то ждете. Хорошо, куда же, к чему идет дальше эта ситуация? К чему это все идет? Карта императрица. Шикарная карта. Мои дорогие девочки, это вы очень ресурсные. Вот кто знает, может быть и правда, вам как по судьбе такие отношения, это тот человек, который учит вас себя уважать. И выходить вот из этих качелеобразных отношений. Или из состояния заложника. Потому что, ну, сколько можно... Да, мы тоже, пусть не все, но некоторые сталкиваются с теми взаимоотношениями, когда, ну, может быть, у некоторых даже годами длится вот этот вот любовный треугольник или какая-то игра, и вроде бы что-то обещается или обещалось прежде, оно продолжается в том же ключе. И, наверное, эта история, она может закончиться только в одном случае, когда у кого-то просто лопнет терпение. И я так вижу... Мои дорогие девочки, скорее всего, у вас лопнет терпение. Если смотрит мужчина, может быть, это вы в подобной ситуации, и вы на выборе. Я такое могу предположить. Потому что я тогда больше вижу, что это вы хотите удерживать кого-то. Но я должна сказать, либо вам придется делать очень важный выбор, либо девушка может уйти. Почему так говорю? Девушка-женщина, потому что императрица... Она поступает так, как она считает правильным. То есть проходит какой-то период, но рано или поздно, как глаза открылись, она прозрела. Это статусная карта. И статус этот может означать как и предложение, допустим, руки и сердца, если вот да, человек уже готов. Но больше я всегда говорю об этой карте, когда рассчитывает человек уже сам на себя. Он в чем-то поставил точку. Поэтому, если какая-то любовная история затянулась, мои дорогие девочки, все близится к тому, что вам это просто надоест. Вот эти розовые очки, что вверху карта, вы просто их снимаете. Императрица, я сейчас не про гордыню, я именно про гордость, про самодостаточность. Это ведь очень самодостаточный человек, когда он понимает, что вот именно вот эта тянущаяся история – она не просто держит в заложниках, а она еще и, ну, где-то унижает. Ну, правда, почему же мы должны зависеть от чужого мнения, от чужих желаний, быть в ожидании? Мы тоже хотим полноценных отношений, а тут явно какая-то игра в одни ворота. И даже если вам какие-то отношения очень, ну, так, как мы говорим, зашли, да, или... ценен вам человек, и воспоминания-то тоже добрые есть. Но, судя по всему, пусть не сейчас. Вот еще какая-то тяни-толка еще какой-то продлится. Это точно. Но вы знаете, вы подходите к тому периоду, когда вам это надоест. Интересно, и что тогда? Семерка жезлов называется в этой колоде карта доблести. А когда нам надоедает уже, просто-напросто... Когда нами пытаются манипулировать. Мы сами вооружились жезлом для того, чтобы, может быть, кому-то и ответить. Это как обидчику или, может быть, поставить точку в каких-то отношениях. Но, скорее всего, на то, что мы соглашались, мы уже на это соглашаться не хотим. Вот у меня упала карта, пока с вами говорю, я ее достаю.
Тем не менее, это тройка кубков, и у кого-то это может означать действительно любовный треугольник, но в то же время какой-то праздник, он рано или поздно заканчивается. Может быть, и для вас, вот тут у нас много карт праздника, что это сначала этот праздник, а потом наступают суровые будни. И вот когда суровые будни, я как будто один на один. А когда праздник, толпа народу. Вот посмотрите, тут ведь сплошные такие карты, которые говорили о чем-то более положительном, о таком более позитивном настрое. Может быть, это и мы сами были, то есть старались, знаете, где-то наигранно отчасти, быть все время на позитиве. Но все равно, видимо, возвращаясь домой, мы видим себя в зеркало, одного или одну. И мы понимаем, что, ну хорошо, и сколько же будет продолжаться тот период, когда праздник вроде бы вместе, а по финалу этого праздника я одна или один? Может быть, теперь с учетом семерки жезлов, ведь это всегда, когда мы готовы уже парировать, это мы уже готовы кому-то сказать «нет». Почему? Не случайно этот жезл в руках, а потому что мы уже не хотим быть кому-то удобными. Впереди карта императрица. Она удобной быть точно не захочет. И утрата удовольствия, так называется, пятерка кубков, разочарование. По пятерке кубков иногда проходит и предательство. Но вот такая вот история. Что-то начиналось и близится к концу. И вот посмотрите, вот эти такие мелкие карты, но эмоционально сложноватые. Впереди императрица. Она смотрит по правде в глаза. Она открыто смотрит в будущее. Самая сильная позиция ее в том, что она не собирается жить в иллюзиях. Ей наоборот быстрее или яснее нужно понять, что же или как обстоят дела на самом деле, потому что она не хочет терять времени. Она не хочет терять ни минуты даром. Это то, что как будущее, мои дорогие. И не случайно, наверное, восьмерка пентаклей. Эта карта называется рачительность. Понимание, может быть, как вашим развитием ваших профессиональных навыков, для кого-то творчество. Императрица очень плодовита именно на творчество, мои дорогие. Понятно, императрица плодовита имеется в виду. И, может быть, мои дорогие девочки, кто-то из вас ждет ребенка. Я такое, кому это целесообразно, да? И кто бы хотел, или кто по возрасту, ну, понимаете меня, да? Потому что иногда все в одну кучу сваливают, но я надеюсь на понимание. Так вот, для кого-то ситуация, я жду ребенка, тут какая-то правда появляется, совершенно неожиданная. Но вы сейчас будете отстаивать себя. Так вот, у кого-то это плодовитость, когда вы вынуждены и о доме подумать, и о дальнейшей защите себя, будущего малыша, буквально так. Кто-то из вас может и искать работу, может быть, и на дому одновременно, может быть, решать некоторые вопросы финансовые, которые касаются отношений прежних, опять же, в целях собственной безопасности и стабильного финансового положения, материального положения. Вы склонны отстаивать самого себя, поэтому тут или самое себя. Поэтому тут никаких иллюзий быть не должно. Вы понимаете, что вы именно теперь, это будет вот буквально в ближайшее, может быть, время, потому что это второй идет ряд после вот первого, да, когда мы сказали застой, когда надоело быть в иллюзиях, надоело кому-то что-то бы или обещать, или быть удобной, и вы как будто решаете разочарование, так разочарование. Но надоели какие-то пустые надежды. Анна Ахматова сказала, вы знаете, что такое пытка надеждой? После отчаяния наступает покой, а от надежды сходят с ума. Вот здесь точно императрица, она не будет долго сходить с ума. Хорошо, если это правда, я приму эту правду, но я иду дальше, и вы себя будете отстаивать. Ну а для кого-то вы будете уделять внимание именно вашим достижениям. Посмотрите, туз пентаклей вам будет словно... Вот как только вы... Вот заканчивается этот иллюзорный успех. Или заканчивается какой-то период ожидания, может быть, разочарований каких-то, неопределенности, да? Вот как по Луне. Луна была, а теперь доблесть. Или какое-то время, может быть, вы удерживались эти отношения. А теперь вы понимаете, хорошо, вот была четверка,
А перешла она в 5 кубков. То есть она пришла в утрату удовольствия. Уже не радует это. Любые отношения должны с прогрессом идти вперед. А здесь нет прогресса. Здесь все одно и то же. И никакой, видимо, защищенности. Вот это может быть именно как защита. Вы понимаете, что одного владения мало. Мне нужно идти и вперед буквально, да, и на завтрашний день, может быть, свое благополучие обустроить, может быть, и финансовый какой-то момент, потому что деньги – один из способов взаимодействия с миром. И меня не устраивает, может быть, какие-то темы, да, финансового вознаграждения, ну, в самом разном варианте, потому что жизнь сейчас в каких-то других проекциях финансовых тоже происходит. И это не потому, что мы жадинами становимся. Тут нам трудолюбивый человек показан. Поэтому для кого-то это проиграется просто сам по себе вопрос решения финансов. Но для кого-то из вас, с учетом карты императрица, когда вы просто переключаетесь на свои достижения, на свои честолюбивые планы, и вот как только в вас происходит вот эта метаморфоза, сразу же вам и высшие силы помогают. Туз Пентаклей, по нему всегда словно помощь ангелов и выход из сложного положения. Что же еще? Победа, мои дорогие. Какой-то долгий застой нам тут, какую-то долгую историю нам долго рассказывали карты. Вот правда, хоть и масло масляное получилось, а ведь на самом деле, так, посмотрите, 2 ряда оракула и 1 ряд у нас еще прошел по картам Таро, а в итоге у нас заканчивается императрица и победа. Кто бы сомневался, что императрица выйдет к победе. Поэтому, мои дорогие девочки, пусть этот путь такой не совсем простой, но как только вы себе определяетесь, знайте себе цену. Если вот как-то откликается все то, что мы с вами по предыдущим картам разложили. И если вы, правда, у вас, ну пусть с какими-то нюансами, потому что расклад общий, а тем не менее, что-то вот вам как подсказывает, мы ведь даже вопросов с вами не задаем, да? И поэтому, если что-то откликается в вашей душе, значит, и правда, нужно рассмотреть тот вариант, когда вы выбираете себя. Победа, причем эта победа, всегда карта победителя говорит, что тебе придется это еще и сохранять. Вы превращаетесь, знаете, как будто из того человека, который жил ожиданиями или жил надеждами, жил теми обещаниями, которые были вам даны. Вы ставите в этом точку, и вы сами более чем ресурсны. Хорошо, предсказания на судьбу. Давайте посмотрим, что же там по судьбе. Ну, теперь вы будете уже, теперь это точно будет праздник. Вообще, эта карта называется изобилие, да? Но мы с вами посмотрели любовный треугольник. Ну, вот, наверное, такое тоже иногда бывает, хотя тут не совсем в этой колоде. Но, тем не менее, уже, видимо, если и был какой-то вот такой тройственный союз, то теперь вы явно туда больше не пойдете. Но, тем не менее, праздник будет, я вот так вижу, после аркана победитель тем более. Это... Ваше, может быть, желание, когда вам захочется окружить себя только надежными людьми. Но, хотя я могу предположить, приготовьтесь также, что те контакты вот с тем лицом, который пытался с вами, ну, может быть, эти отношения сохранять, может быть, еще с кем-то, может быть, еще какая-то неопределенная у человека ситуация, я все же допускаю, какое-то дежавю будет. Что еще? Предсказание на будущее. А вы понимаете, что мне и этот праздник надоел. Этот, может быть, наигранный какой-то праздник. Мне хочется настоящего после моих собственных побед. Так вот, после побед праздник-то будет. Но если мы говорим о запутанной какой-то ситуации, вы уже туда не ногой. Вы словно уже будете, знаете, особое чутье на это иметь. И никому не удастся вас втянуть вот в такие... Ну, где-то бестолковые отношения. Или купить на эти обещания. Точно? Карта смерти. Я надеюсь, все правильно понимают, это не про смерть. Это вы ставите в точку. Это карта трансформации. И я должна сказать, это карта освобождения. Поэтому то, что вас, ну, буквально было как гнет, или то, что вас постоянно разочаровывало, от чего вы устали, не случайно карта врач.
или от каких-то несбыточных обещаний, может быть. Тут тоже вверху у нас как раз карты какие получаются. Здесь гнет и карта доблести. Надоело, может быть, и воевать с ветряными мельницами, да, или слушать какие-то оправдания, обещания, опять же. И если мы говорим про пятерку пентаклей, да, она здесь у нас перевернутая. Утрата, вернее, это пятерка кубков. Утрата удовольствия, мои дорогие, это разочарование, карта апатии. Вот эта апатия, депрессия, она ведь тоже должна закончиться. И она заканчивается. Предсказание на будущее, что еще в будущем вас ждет. Вот посмотрите, сразу вот пошли те карты, которые более такие сложные, емкие, эмоционально. Как их гнет, да, десятка жезлов. Это всегда мы уже буквально падаем от этой усталости или да до чертиков какая-то история нам надоела. Мы всегда себя ставили на второе место. Или это мы себе позволяли в отношении себя нагрузить нас такими жезлами, чтобы нам тяжело, а мы все равно тянем. Ведь карта тоже говорит, сил у тебя хватает, но, видимо, наступает тот момент, как точка невозврата, и вы говорите, все, хватит. Вот так больше не будет. И следом у вас, посмотрите, это как укращенная сила. Но восьмерка мечей я часто называю карта искаженного восприятия, потому что эта карта больше свидетельствует о том, мы смотрим вглубь себя. Это какие-то сомнения, это может быть неуверенность. Может быть, для кого-то из вас это были те отношения, которые еще и долгое время тянулись. Причем так, ни шатка, ни валка. Действительно, как какая-то больная ситуация. Но здесь ведь мы просто понимаем, что до нас ничто не держит. Это нам так казалось. И если до этого мы смотрели вглубь себя, не случайно чаще всего в колодах человек с закрытыми глазами или связанными руками еще одновременно, да еще и за забором, но здесь вроде как уже этого забора нет вокруг, уже пытается делать девушка первые шаги, но еще чуть-чуть. Спадет повязка с рук, повязка с глаз, и человек поймет, что меня ведь ничего не держало. Это я сам себя или саму себя удерживала в этих отношениях. Какое же будущее, мои дорогие? Шестерка удовольствия называется, шестерка кубков в этой карте. Это карта радости и искренних отношений. Это действительно у кого-то может быть и ваша семья, это ваши дети. То есть часто очень как раз и проходят по шестерке кубков семейные вопросы. Семейные наши домочадцы проходят чаще как бы старшее поколение и младшее поколение. Но здесь это именно удовольствие какое-то, семейное. Или имеется в виду тоже семья, да, даже если там между мужчиной и женщиной, между мужем и женой, там тысяча каких-то неопределенностей, ну, к примеру, есть дети. Или, мои дорогие, есть кто-то в вашей семье, кому вы доверяете, может быть и так. Или пусть это даже дальние какие-то родственники или друзья. Есть те контакты, которые искренне, потому что по шестерке кубков здесь это именно искренние отношения. Вам хочется уже искренности. И, мои дорогие, здесь вот это все приходит. Шестерка кубков – это своего рода карта. Это ведь любая шестерка – это уже победа. И обратите внимание, у вас в конце расклада встречается 3 шестерки. 3 победы, мои дорогие. И, видимо, вот четвертая, все 4 вы собрали. И как раз вот к концу всех этих рядов. Может быть, даже уже теперь, да, вот нам говорят, что сейчас еще пока какой-то застой, но, скорее всего, есть и ваша решимость. Вам уже тоже что-то надоедает, но ведь заслуженный успех – это мы первые шаги, это мы отплываем, словно, да, вот на этой лодке от того, что нам знакомо и привычно, потому что мы понимаем, а в прошлом уже ничего как будто не вырастет нового. Мы уже там все знаем, все мы там изучили, нет в этом прогресса. И поэтому мы ищем как новые берега, мы ищем новые возможности. И далее у вас идет, посмотрите, туз пентаклей, я говорила. Тут и помощь высших сил, тут его величество. Может быть и случай, или не случайная случайность, какая-то информация. И что-то тут будет очень добро, хорошее в вашей жизни. И далее, если мы говорим, может быть, даже я такое могу предположить, иногда король пентаклей означает наших супругов
или кого-то из близких, но так или иначе у вас вот даже 4 вот эти карты, если мы говорим даже про нумерологию, 4 это некоторый базис. Так вот у вас совпадают как сама по себе победа, 6 жезлов, материального карта успеха, 6 пентаклей и по чувствам 6 кубков. Я хочу сказать, как только вы словно наведете порядок в собственной жизни, все расставите по местам, перестанете кого-то ждать. Вот тут вот все вот упирается, что вы кому-то верите. Или, может быть, просто ждете, надеетесь какой-то период, да? Но, видимо, реальность, она и учит доверять в первую очередь не кому-то, мои дорогие, а самим себе, своим собственным глазам. И видеть ту реальность, которая есть. Не ту, что нам обещают, а как люди поступают в конкретных ситуациях в реальной жизни. И как только мы прозреваем, мы понимаем, насколько мы сами сильны. Но приготовьтесь к тому, что человек, скорее всего, если это связано с личной какой-то историей, он будет пытаться вернуться в вашу жизнь. Но я тут вижу, что даже если кто-то попробует возобновить какие-то контакты, вы все равно, карта смерти, вы все равно в чем-то поставите точку. Я, кстати, могу также допустить, что вот эта 8 мечей может касаться того человека, которому вы в недалеком будущем скажете «нет». Вы с ним можете поменяться ролями, и все то, что чувствовали вы, в полной мере ощутит другой. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Буду благодарна вашим комментариям. Правда, неожиданный расклад. Но я надеюсь, что наш такой расклад эссе вам чем-то был полезен. Я вас благодарю, что вы смотрите мои видео, за ваши добрые искренние комментарии. Оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.